Всем дизайн, меня зовут Шелковская Наталья, я дизайнер интерьеров, и я рада вас приветствовать на своем канале Shellnut. Давайте мы с вами сегодня поговорим про потолки, какие виды бывают и что же вам лучше выбрать в вашу будущую квартиру или дом. Давайте начнем с натяжных ПВХ потолков. Это очень популярный вопрос, потому что натяжные ПВХ потолки очень просты в монтаже, достаточно дешевы, и есть огромный соблазн выбрать именно их. Но дизайнеры интерьеров не очень любят этот вид потолков, потому что на это есть несколько причин. Во-первых, ПВХ потолки выделяют вредные вещества в воздух, которым мы дышим, при нагревании в жаркие дни или при сильном отоплении в зимние. И, кроме того, в первые дни после монтажа, в первые месяцы после монтажа, либо в первые годы. И вот этот срок зависит от того, насколько качественные ПВХ-потолки вы приобрели. Натяжные ПВХ-потолки могут немного дрожать, если сосед сверху будет прыгать над вами, либо если у вас будет открыта форточка и будет туда задувать сильный ветер. Вот мне интересно, кстати, не у всех так ПВХ-потолки себя ведут, но есть ли такой эффект у вас, если у вас дома есть такие натяжные потолки? Напишите, пожалуйста, внизу в комментарии, как у вас реагируют натяжные потолки ПВХ на открытую форточку. Еще один пункт, из-за которого дизайнер интерьеров не очень любит ПВХ-потолки, это то, что иногда в месте крепления светильников в натяжных ПВХ-потолках возникают вот такие вот углубления, которые, собственно, напоминают нам, что над нашей головой пластиковый пакет. Просто натянутый, нагретый пластиковый пакет. И если в саму суть эту думаться, то уже как-то не очень хочется вот эти натяжные потолки применять у себя дома. Вот мне кажется, это даже самая главная причина, из-за которой дизайнеры интерьеров отказываются от этого материала, потому что сама сущность материала, она как-то не располагает к использованию ее в домашнем интерьере. Но еще могут возникать проблемы в местах крепления гантелей. И тут всегда нужно понимать, что либо вы выдумываете, изобретаете какие-то способы крепления к этому натяжному потолку, и здесь какие-то либо к стене крепления, либо какие-то крепления к самому креплению натяжного потолка. В общем, здесь нужно что-то выдумывать и как-то немножко нестандартно себя вести, чтобы сделать классический интерьер с натяжными потолками. А откровенно говоря, я бы вам не рекомендовала делать классику с натяжным потолком. Это, совсем разные вещи, это имитация имитации, и лучше этого не делать. Еще один момент, я помню, я проводила прямой эфир, и там был задан спонтанный вопрос по поводу натяжных потолков. Я выразила свое мнение, и одна из подписчиц мне написала в комментариях, что у меня в натяжные потолки бьются мухи с очень громким звуком. И я представила, что это действительно, наверное, такой басистый звук, который так вот расходится по всей комнате, потому что там возникают какие-то акустические эффекты. Я представляю, это, наверное, вообще что-то феерическое. Я очень запомнила этот случай. И еще однажды я как-то гуглила какие-то картинки и увидела у натяжных потолков такой спецэффект. Сидят, значит, коты на стеллаже и продирают этот натяжной потолок когтями, и внутри там по нему ходят. Вы понимаете, что на самом деле вот натяжной потолок, который вот так вот можно процарапать котику ногтями и залезть туда внутрь, походить, это же не настоящий ремонт. Это просто декорация. Это вы прикрываете потолок пластиковым пакетом, по сути. Потому что ПВХ – это поливинилхлорид, полимерный материал. Немножко другой состав у пластикового пакета. Вы просто его нагреваете, натягиваете, и вот прикрыто. А потом дышите им большую часть времени, пока вот он там несколько лет, пока он там все это не выделит. В общем, поэтому натяжные потолки не очень любят дизайнеры. Но, кстати, мне интересно, может быть, у вас есть какие-то такие истории взаимодействия с натяжными потолками, и вы поделитесь ими в комментариях, и я с удовольствием почитаю и пообщаюсь с вами на эту тему. Да, некоторые ПВХ-потолки могут защитить нас от всемирного потопа сверху от соседей, но обязательно добьют во время пожара своими вонючими выделениями.
Поэтому стоит ли готовность к потопу жизни Life in Plastic It's Fantastic, это, конечно же, решается индивидуально. Но иногда можно размещать натяжные ПВХ-потолки в небольших санузлах, где плохая вентиляция. Потому что, если нет возможности сделать хорошую вентиляцию, потому что площадь таких потолков будет небольшая, и расположены они как раз в мокрых зонах, там, где будет и большой конденсат, и самая большая вероятность потопа. При этом только матовые натяжные потолки ПВХ позволительны, глянцевые не позволительны, потому что глянцевые дешевят любой интерьер, и глянцевые сами себя выдают, что они натяжные пластиковые потолки. Вот только из-за того, что сама сущность материала из-за этого глянца сразу видна, вот именно из-за этого его не стоит брать, вот именно вот этот глянцевый материал. Лучше обратиться в сторону матового, потому что иногда есть такие некоторые матовые натяжные ПВХ-потолки, которые, в принципе, смотрятся неплохо, и, может быть, даже и не сразу всякий входящий в дом заметит, что у вас натяжные ПВХ-потолки. Еще один вид натяжных потолков – это натяжные тканевые потолки. Но ткань здесь, конечно, не лен, не шерсть и не хлопок. Это синтетическое волокно, но все-таки уже не ПВХ, что хорошо. И тканевые натяжные потолки, они выглядят очень достойно. Их уже очень просто спутать с потолком под штукатурку или с гипсокартонным потолком. И выдать их может только вот этот вот стык крепления к стене, который у них тоже нужно как-то прикрывать, маскировать. И проблема та же самая остается с галтелем, что его туда нужно как-то извращенным способом крепить, либо выбирать какое-то очень ограниченное количество галтелей у производителей натяжных потолков, и они не всегда бывают красивыми. И да, это синтетическое волокно не защитит вас от потопа. И еще здесь есть один такой нюанс, что у натяжного тканевого потолка ограниченная ширина полотна. И вам в этот момент нужно уточнять. В большие помещения не всегда получается сделать вот такие вот потолки. Пенополистирольные потолки из пенополистирольных плит однажды убили 150 человек за 2 минуты при пожаре в Хромой Лошади. И если у вас с 90-х или с 80-х еще остались вот такие вот пенополистирольные плиты на потолке, как какие-нибудь красивые декоративные а-ля кессоны или что-нибудь еще, какое-нибудь изображение, то их срочно нужно отколупывать, потому что это самая вредная вреднятина, которая только может быть в интерьере. Кстати, пенополистирольные плиты активно используются для утепления фасадов, и очень у многих домов они есть вот между фасадом и конструкцией проложены. Но в этом месте все-таки это достаточно безопасное применение пенополистирола, потому что там он изолирован и не имеет доступа к окружающей среде. Но если вы используете пенополистирольные плиты как облицовочный, интерьерный, отделочный, чистовой материал, то вы себя подвергаете большому риску, потому что этот материал при пожаре, даже в самом маленьком горении, может выделить огромное количество веществ, которые парализуют дыхание, нервную систему и другие органы. В общем, хромая лошадь, 150 человек, 2 минуты. Это самое вредное, что может быть, поэтому скорее отдирайте. Либо, если вы планируете покупать такие плиты, то не покупайте. Я же иногда бываю на строительных рынках, и я очень часто вижу эти плиты, которые лежат и ждут покупателей, и ведь их же продают, и ведь их же кто-то покупает, и я надеюсь, это не вы. Я надеюсь, вы вдумчиво подходите к вопросу ремонта и не покупаете подобного рода плиты для своего потолка. И, наконец, гипсокартон. Он экологичен, в меру монументален и позволяет конструировать разные формы и витиеватости, но вот здесь я вас прошу, без фанатизма, потому что в тот момент, когда у вас много творческой энергии и в ситуации, когда у вас вот эта творческая энергия не реализована никак, и вы пытаетесь ее реализовать на потолке и придумывать вот эти вот витиеватости, как-то самовыражаясь и показывая, какая вы творческая личность, то в этот момент все-таки лучше остановиться и применить свою творческую энергию в другое, более
приземленное русло, там писать картины, печь какие-то торты или что-то еще, но не создавать себе сложностей и нефункциональных каких-то усложнений конструкций просто ради усложнения. Всегда должны быть привязки к интерьеру, они должны быть завязаны под какой-то ключевой момент и под какую-то концепцию или под расположение и функцию, а не просто что-то там показать, какую-то капельку, облачко или что-то еще. Такая ситуация, она практически никогда не будет успешной и никогда не закончится красивым интерьером. Поэтому в этот момент все-таки лучше себя сдержать, перенаправить энергию в другое русло и оставить ровный потолок, который в 95% случаев будет самым лучшим решением для практически любого интерьера, практически в любом стиле. При этом даже влагостойкий и пожаростойкий гипсокартон не выдерживают долгое воздействие стихии, это под прямого огня и прямого попадания воды. И по учебникам материаловедения, где-то через час, может меньше, падают уже от своих креплений на голову. Но все-таки они дают вот этот часовой плюс-минус гэп, который дает вам возможность решить как-то возникшую проблему, перекрыть трубы или потушить пожар, или спастись от этого пожара и выйти из квартиры. В принципе, мне кажется, это достаточный такой гэп, который дает вам возможность для решения всех вот этих стихийных проблем. И несмотря на все свои эти минусы и огромное количество плюсов, гипсокартонный потолок – это любимый потолок у всех дизайнеров, архитекторов и вдумчивых строителей, потому что из него можно конструировать, опять же, повторюсь, любые формы. В гипсокартон встраиваются практически все возможные светильники, которые только могут быть. Это и классической какой-то стилистики, и современные светодиодные ленты в каких-то сложных алюминиевых профилях, в различные гипсовые светильники, которые аж заштукатуриваются в гипсокартон заподлицо и выглядит как-то как какая-нибудь выемка или вырезанный квадрат. В общем, все это очень красиво смотрится, и из этого действительно можно делать красивые, современные, монументальные интерьеры. И само это состояние монументального потолка, оно все-таки приятно, согласитесь. Это не эта декорация пакетиком, а это действительно настоящий монументальный потолок, который дает нам какое-то чувство завершенности и торжественности. Именно поэтому он так любим многими архитекторами, всеми архитекторами и дизайнерами, потому что он всем развязывает руки и дает возможность красиво встроить практически все. Кстати, он точно так же дружелюбен для любого декора, для пенополиуретана, для гипсовой лепнины, для гипсовых галтелей, и все это можно прекрасно украсить. В общем, гипсокартон – это замечательный материал, и применяйте его, если у вас есть такая возможность. Кому гипсокартон дорог, но все-таки хочется экологичности, я вам рекомендую обратить внимание на обычный потолок под штукатурку и покраску, либо, если у вас красивые конструкции потолка, это могут быть плиты перекрытия, которые выглядят достаточно аккуратно, либо вы можете их без лишних затрат как-то аккуратно причесать, чтобы они хорошо выглядели, либо какие-то балки интересные, либо какие-то еще другие конструкции. Вы можете оставить потолок открытым, и высокая интерьерная мода вас в этом поддержит, потому что сейчас достаточно популярное решение. Единственное, нужно, чтобы действительно это все выглядело чисто и аккуратно. Напишите внизу в комментариях, какие у вас сейчас дома потолки и как вы с ними живете. Мне будет интересно прочитать про ваш опыт. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, включайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И всем дизайн!